Всем привет! Меня зовут Брынцева Татьяна и добро пожаловать на мой канал, посвященный лепке из полимерной глины. И сегодня я предлагаю вам сделать заколку в виде пирожного эклера с ягодами черники. Также мы украсим ее воздушным кремом и листочками мяты. Для начала подготавливаем телесную полимерную глину для создания самого пирожного. Я использую классический телесный темный, номер этого оттенка 107. Для заколки длиной 5-7 см понадобится 2 ребра от одного брусочка глины. Катаем из глины шарик и вытягиваем его в длину. Получившаяся полоска глины должна закрывать основу для заколки. Чтобы не использовать в дальнейшем клеящие материалы, на этом этапе прижимаем пластик к основе с боковых сторон. Так после обжига глина затвердеет и даст усадку. И нам не понадобится никакой клей, потому что основа будет плотно прилегать к изделию. Каким-то острым предметом можно воспользоваться иглой. У меня вот такой инструмент. Прочерчиваем 4-5 бороздок по всему периметру заготовки. Вот такой силиконовой лопаточкой с сужающимся носиком начинаем обрабатывать края каждой бороздки. Я прижимаю глину по краю под углом 45 градусов. Так у нас начинает вырисовываться форма настоящего эклера. Отпечатки пальцев и видимые стыки также на этом этапе можно удалить с помощью инструментов. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых мастер-классах. А также заходите в гости в мой инстаграм и тикток, ссылочки я оставлю под видео. Спицей или иглой можно четче выделить контур по центру. Используя щеточку, если у вас нет такой, как у меня, возьмите обычную зубную щетку. Добавляем пористый рисунок по всей заготовке. Коричневыми оттенками пастели подрумяним наш эклер. Для того, чтобы тонировка получилась однородной, используем крупную мягкую кисточку. По всей заготовке вбиваю сначала светлый оттенок пастели, а уже края фиксирую более темным цветом. Чтобы было проще имитировать крем, в белую полимерную глину вмешиваю жидкую пластику. Делаю это для того, чтобы глина стала мягче. И перемешиваю ее до однородного состояния. В кондитерских отделах продаются вот такие насадки на шприцы. Их можно использовать также для работы с полимерной глиной, если у вас нет экструдера. Заполняем насадку белой пластикой и каким-то плотным инструментом, в данном случае это обратная сторона лезвия, я выдавливаю глину. На само пирожное наношу белую жидкую пластику. Во время обжига она послужит прочным клеем между кремом и пирожным. Придаю крему форму зигзага. Очень аккуратно, чтобы не оставлять отпечатки пальцев, глину приклеиваю по краю к пирожному. Приступаем к созданию черники. Для нее я решила использовать глину черный виноград. Номер у нее 4612. На одну заколку понадобится около 1 ребра пластики. Разминаю глину и довожу ее до мягкого состояния. Вытягиваю в ровную полосу и нарезаю на одинаковые заготовки. Размер одной заготовки, а точнее ягодки, должен получиться около 1 см. Приклеиваю каждую ягодку на изгибе крема. Используя колпачок, делаем каждый шарик похожим на настоящую чернику. Круглым дотсом вдавливаю глину по центру. Спицей или зубочисткой делаю прокол в каждом центре ягодки. Покрываю наше пирожное белой пластикой. Используя пастель, имитируем белесый налет на ягодках. Так же, как и коричневые оттенки пастели, мы ее натираем в мелкую крошку и кисточкой наносим на каждую ягодку. Зеленым оттенком мохито номер 1512 я буду имитировать листву мяты. Глину катаем в маленькие шарики и каждый шарик прокатываем под углом на поверхности стола, придавая ему форму капельки.
Далее нам нужно эту капельку расплющить, сделав ее очень тонкой. Спицей убираю глину по краю получившейся заготовки. Используя двухсторонний молд, придаю заготовке текстуру натурального листочка. Кончик и края листочка можно затонировать коричневой пастелью. Размещаем листочки между ягодами черники. Кусочек шоколадной пластики послужит нам имитацией шоколадной крошки. Не разминая, чтобы глина оставалась твердой, нарезаем ее на небольшие неровные срезы. Получается как бы такая шоколадная стружка. Добавляем ее по периметру всей заготовки, сажая на жидкую пластику. Добавляю еще один слой сиропа, в этот раз шоколадного цвета, и отправляю заготовку на обжиг в духовой шкаф. Чтобы жидкая пластика хорошо пропеклась, нужно добавлять ее небольшим слоем. В том случае, когда жидкая пластика станет резиновой на ощупь, будет означать, что ваше изделие пропеклось. После обжига даю изделию остыть вместе с духовкой, то есть я ее не открываю, жду ее полного остывания, и только после этого вытаскиваю изделие. Как видите, глина остыла, и мне не требуется снимать ее с металлической заготовки и сажать на какой-то супер клей. Я также хочу добавить немного блеска ягодам, и для этого использую лак, также от компании Артефакт, но мне не хочется, чтобы ягоды очень блестели, поэтому использую матовый лак. Покрываем только ягодки. И вот такой итог вы сейчас наблюдаете. Я очень надеюсь, что этот мастер-класс вам пригодится, так как скоро лето, и такой аксессуар точно привлечет внимание окружающих. Спасибо всем за просмотр, за активность под этим видео, и до новых встреч на моем канале.